Всем привет! В этом видео я хочу показать умение Велта Янга. Я смог заролить наконец-то на пэте, получить. Хочу показать вот его умение, геймплей и, ну, в общем-то, вот это и все. Вот он вот сам Вельт. Вот он визуально. То есть он выглядит точно так же, как он выглядел в Honkai Star Rail во время Апха, по сути. Вот он. Вот. Вот его обычная атака во время исследования мира. Вот она. Значит, сейчас я покажу умения сначала. Вот они его... Ну, статы тут бессмысленно, потому что я его еще не успел одеть. Вот навыки. Значит, вот сверхспособность его. Здесь вот можете поставить на паузу видео и прочитать, что здесь написано. Для остальных будет в субтитрах, я сделаю субтитры. Вот она его сверхспособность. Вот он базовый навык. И вот она его, можно так сказать, атака, ну, навык, короче. Вот он, отскок называется. Край пустоты. Талант пассивный. Вот он. Вот этот вот пассивный талант, он достаточно полезный, потому что если замедлить врага, то Вельт будет наносить дополнительно 30% урона от его силы атаки. И вот техника, которую мы используем во время путешествия, во время исследования мира, так сказать, перед вступлением в бой. Тут, конечно, много текста, но вкратце, если использовать технику эту, извиняюсь, если использовать эту технику и вступить в бой, то все враги сразу же будут замедлены, подвешены и замедлены. То есть, по сути, они пропускают ход. Но если еще и вдобавок ударить этой базовой атакой в начале боя, то они, получается, вот будут заключены. И плюс еще уменьшается скорость передвижения у врагов. То есть мало того, что они их подвешивают, так они еще и замедляются. То есть будут медленнее передвигаться. Так. Сейчас я вот... Как раз я здесь нахожусь в месте, где есть вот эти вот чудики. На которых можно скилл показать. Вот смотрите. Вот они, видите, враги. Они уязвимы к мнимому урону. А Велт у нас как раз мнимый, так еще и не бытие. То есть он такой дебафер, который, так сказать, ограничивает передвижение врагов, можно так, наверное, сказать. Смотрите. Сейчас мы вот так вот сделаем. Вот Е. И теперь вступим в бой. С помощью атаки. Произвели, вот мы их сделали уязвимыми, видите? Пробили щит, и в то же время мы их еще и подвешали. Видите? Ну, теперь сейчас что мы сделаем? Сейчас мы Даньхэном атакуем сначала быстренько. Сейчас. Вот он, Велт. Значит, сейчас будем делать вот эту его технику на Е, это отскок. Это массовая атака. Вот. Там это, по сути, атака по площади, можно так сказать. Она задевает всех врагов вроде бы, потому что... Ну да, тут вот написано, он наносит небольшой урон, который отскакивает 3 раза. То есть он, по сути, это массовая атака, но она выборочно может попасть по какому-то врагу. То есть она может быть ударить первого врага, соседнего и снова первого. Может первого соседнего и другого соседнего. То есть это такая рандомная атака по площади, по сути. Вот. Тут видите, тот, который был справа, она его не заделала вообще, эта способность.
Сейчас мы щит оденем. Сейчас эти встанут. Как раз мы на них ульту используем. Арастойды, Мими на Ванай. Сейчас вот атакуем. И вот он снова вельтом. Вот сейчас мы обычной атакой атакуем. Вот она. Просто вот обычная атака, и плюс из-за того, что он был замедлен, мы ему 2 раза урон нанесли. Если бы он был не замедлен, то урон был меньше. И вот она ульта. Синтетическая черная дыра. Это вот уже 100% атака по площади. Вот она. Ну, то есть, атака очень мощная достаточно. Тут еще один отряд. Как раз они все. Видите, из-за того, что мы бой начали с помощью вспомогательной способности Велта, они вот снова подвешены. Хоть это и вторая волна врагов, но они остаются подвешенные все равно. Из-за этого. Ну, сейчас мы заодно Даньхена используем. До ТНК. Один уже в ауте. Вот, значит, атакуем снова навыком, чтобы сразу задеть побольше врагов. Вот, видите, в этот раз сразу 3 задела. Хотя могла бы и не задеть, потому что она немножко странно работает, эта атака. Как по мне. Ну, то есть она по площади атакует, но выборочно как бы. Вот сейчас опять атакуем Велтом, чтобы пробить им... Вот, ну в этот раз она всех задела. Снова. Сейчас постараемся зарядить ульту этому. Зарядить ульту Велту снова. И атакуем ультой снова. Вот, и ульта. Один враг, правда, остался, но все равно. Мы его добьем ультой уже. Вот она. Вот так вот, собственно. Геймплей за Велта. Вот тут вот сейчас с одним справимся. Раз он все равно сам напросился, так сказать. О, они тут все мнимые. То есть, видите, получается, навык вспомогательный Велта, он даже подвешивает тех врагов, у которых нет уязвимости к мнимому урону. Так. Атакуем Даньхеном, значит, сначала. Сейчас мы здесь щит пробьем немножко. Вот, видите? Центрального не атаковала, атаковала 2 крайних. То есть она... Хоть она и по площади наносит урон, но она наносит урон выборочно, так можно сказать. То есть не чисто 100% всем, а кому-то выборочно, но по площади. Немножко на самом деле странная способность, я бы сказал. Но вот этот урон по площади, это такой приятный бонус, наверное, можно так сказать. Блин, я не так сделал, ну ладно. Я хотел и атаковать Ешкой, ну ладно. Ну все, тут авто выпилился сам. Вот сейчас Ешкой. Вот видите, а если враг один, то он 3 урона, ему 3 раза урона наносит единичному врагу, первому, единственному. Ладно, на этом все. Такой вот геймплей за Велта.
Кто новый на канале, подписывайтесь, загляните в описание видео, там будут полезные ссылки. Еще раз большое спасибо. И увидимся в других видео на моем канале.